Привет! Долгожданный мастер-класс. Особенный мастер-класс. Я не ожидал, что на него будет такой спрос. Наверное, такого спроса никогда не было на онлайн, платно, бесплатно, неважно. Я понимаю, что сейчас скорость в огромном тренде. Я объясню почему. Я объясню, что будет дальше. Мы стремились давать максимальное суперкачество. До тех пор, пока не поняли, что суперкачество можно дать только за счет большого времени. То есть нужно потратить очень много времени. Потом мы поняли, что суперкачество, которое мы даем за счет очень много времени, в конечном итоге не видит и не понимает клиент. Мы это делаем только для себя. А нужно ли это клиенту? Вот это другой вопрос. К вам может прийти клиент на первую красивую картинку. К вам может несколько раз вернуться клиент на красивую картинку. Но ни один из постоянных клиентов не является постоянным только из-за красивой картинки. Речь о обмене эмоций. Если вы хотите, чтобы к вам возвращались, вы должны думать о том, как давать больше эмоций, как для себя сохранить больше эмоций на следующих клиентов. А это значит, что вы не можете очень долго работать. И мы нашли для вас решение. Решение, которое позволяет и сохранить эмоции, и работать относительно быстро. При этом один важный момент. Скорость в любом случае, так или иначе, частично стирает качество. В погоне за скоростью мы можем окончательно стереть качество. Я вам рекомендую пересмотреть и ранние ролики, и внимательно слушать этот. Не мотать на моменты, где я что-то наношу, потому что более важное будет то, что я буду говорить между нанесениями. Это будет касаться и нанесений, и качества работы, и всего вообще остального. Это мастер-класс, посвященный хэндтачу. Называется он «Хэндтач 14 прядей». О том, действительно ли 14, или иногда 18-20, а иногда даже 10. Мы поговорим позже, и вы увидите, почему, когда, как правильно подбирается. Это не техника. Сколько мне еще нужно об этом говорить? Это просто разделение. О разделениях, о моем отношении к разделениям я говорил неоднократно. Если вы довольствуетесь тем, что вы повторяете разделение, и вам примерно нравится картинка, вы ее не детализируете, то это очень плохой уровень подготовки. Это видео вам упростит профессиональную жизнь. Это видео уйдет в салоны и будет транслироваться дальше. Эти разделения вы можете использовать и дальше. Это не техника. Техника — это хэндтач. Способ хэндтач. Я не буду повторяться сегодня. Очень много вещей хочется сказать, которых я уже говорил ранее, но мы не будем тратить ваше время. Мастер-класс по хэндтачу не один есть. Как из мелирования уйти в хэндтач, как хэнд делать на разные чистые и грязные базы, как его делать чисто, почему желтит и прочее. Это все есть у меня в ютубе. Есть формула осветления видео, прекрасная. Есть таблицы техник видео, они из формулы осветления. Эти два видео дают ответы на массу вопросов. Почему высокие проценты используются, почему именно в этом способе, в прикрытом способе, почему способ называется прикрытым, почему волосы при этом сохраняются в хорошем качестве. Это все есть. Не будем повторяться. Итак, ближе к делу. Правила на самом деле очень простые. Чем гуще волосы, тем больше получается прядей. На среднюю густоту мы рассчитываем 14 прядей по всей голове. И при этом вы получаете нужное количество блонда. В чем суть разделений? Суть разделений в том, что вы пропускаете некоторую часть волос, вы ее вообще не трогаете. Но при этом она остается, скрывается между осветленными так, что даже если в хвосте будут волосы, даже если волосы будут распущенные, в движении это не будет выглядеть полосато. О стрижке, которая допустима, скажу позже. Логика проста. Чем тоньше, тем меньше прядей. Вы можете и 70%, и 80% блонда визуально сделать на тонких волосах в 10 прядей. Для того, чтобы больше понимать то, о чем я говорю, нужно учесть следующее.
Вспомнить параметры толщины пряди. Параметры толщины пряди в хантаче от 2,5 см до 5 см. Конечно же, сегодня при сокращении количества прядей мы говорим о том, что чем гуще прядь, тем лучше, для того, чтобы экономить время и место, сократить количество прядей. Итак, мы приходим к следующей мысли. Если мы хотим быстро справиться, то нам надо брать максимально густые пряди. Но ведь каждый из вас прекрасно знает, что если пряди брать густые, то появляются некоторые проблемы. И какие проблемы я сейчас расскажу, и какое решение тоже сейчас расскажу. Чем гуще прядь, тем хуже выдуваемость, тем хуже фоносветление, и тем больше глубины остается в прикорневой зоне. Вы в хенде можете сделать блонд прямо от кожи. Прям от кожи. Но чем гуще вы будете брать прядь, тем больше глубины останется внутри, в прикорневой зоне. Те, кто смотрели мои прошлые видео, прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. У нас здесь очевидные две проблемы. Чем гуще прядь, тем хуже фоносветление и хуже выдуваемость. Начнем со второй. Как решить проблему выдуваемости? Следовать моим рекомендациям. Вычес, оттяжка, натяжение, положение сопла. Все сейчас расскажу. Как создавать слои, если это надо, я рассказывал в прошлых видео. Но опять же, еще раз подчеркну, я вообще практически никогда не создаю никакие слои. Мы просто делаем стрижку перед техникой и дорабатываем ее. И все. И слои и так есть. Да и минимального количества слоев хватит для того, чтобы оформить практически нужное количество блонда. Практически всегда. Нужно уметь чисто выдувать. Не придирайтесь к тому, что вот у нее нет слоев, они не выдуваются. Не в этом дело. Очень редко дело в этом. Когда волосы одной длины, очень грубый срез, без всяких доработок и супер крутое качество. Тогда да. Во всех остальных проблемах это не проблема. Во всех остальных случаях. О том, как выдувать, как решить эту проблему, я расскажу. В конце концов, если вы все делаете по рекомендациям и у вас ничего не выдувается, то вы предпринимаете два вывода. Либо берете прядь тоньше, либо держите хват ближе к концам. Ближе к концам это за самые кончики. Это полсантиметра от концов. Вторая проблема – это фоносветление. Мы неоднократно с вами говорили о том, что мы стремимся всегда к самому лучшему фону осветления. Для того, чтобы получить лучший цвет. И для того, чтобы потом, когда цвет смоется в фон осветления, мы получали чистый эффект. То есть, если ты осветляешь до желтого, то все смывается в желтый. Не будем повторяться. Все проговорили. И поздравляю тех, кто вообще первый раз видит какие-то мои видео. У вас целый технический мир впереди. 20 часов чистой информации. Есть два таких материала. Видео называется «Таблица техник» и второе «Формула осветления». Там я очень подробно рассказываю про виды порошков и про то, как добиться лучшего фона осветления. Но в данном случае я напомню лишь две вещи. Мы будем работать на 6, 9 или 12% по классическому. В нашем продукте, мы работаем на продукте от секты, который называется HandTouch. У нас 5, 8 и 12%. Так вот, мы сегодня будем работать на одном из вот этих трех. Еще есть два, но, как правило, он нам нужен только на осветленную базу. Сегодня она тоже, кстати, есть. Так вот, не бойтесь бояться на высоких процентах. Почему они не убьют волосы в этом режиме, в прикрытом режиме? Есть видео, только что о нем говорил. Давайте посмотрим базу. Ну, начнем с густоты. Это явно не тонкие волосы, вы видите. Я бы сказал, это и не средняя густота. Это что-то между классическими густыми волосами и средней густотой. Но вы знаете, есть такая история, когда волосы сами по себе достаточно тонкие, но их очень много.
Вот это будет сегодня. База у нас очень непонятная. У нас есть отросший блонд. Снизу история вот такая. Светлые концы. На них мы будем брать 2%. Начнем мы на натуральной и не сильно пигментированной, то есть здесь, видимо, было тонирование, базе. У нас будет 8%, чуть больше, чем 1 к 1,5. А на концах будет 2%, 1 к 2. Поднимаясь вверх, мы видим примерно пока одну и ту же историю. И вот оно, то, к чему нас приводит лень обычно. Снизу мы блонд практически не делаем. А здесь, вуаля, он уже выше, его чуть-чуть больше. И вот здесь даже ближе к корням поднимались. Мы сегодня не будем делать так. Мы интегрируем блонд везде, не только сверху. Но очень грамотно его разложим. Вот такая интересная база. Фон, вы видите, немножко отличается. Примерно хенд, когда у вас отрастет, он будет похож на это, но не по части эффекта. Точно не по части эффекта. А по части того, что у вас будет немножко разный фон, и вам нужно будет работать аккуратно. О коррекции того, что мы сегодня будем делать, я, конечно же, тоже расскажу. Смотрим сбоку. Мы специально взяли для вас базу не натуральную и не тонкие волосы, для того, чтобы вы примерно понимали, что возможностей-то много. Выглядит очень даже все неплохо, если не вглядываться внутрь. Мы создадим эффект, мы создадим чистый эффект, и мы это научимся в будущем корректировать. Про коррекцию. Конечно же, я расскажу, как конкретно эти разделения или подобные корректировать. Но меня немного даже смущает ваши запросы на коррекцию. Вы прежде чем изучить технику, говорите, как ее корректировать. Вы не поймете даже близко, как корректировать, если вы не изучили технику. И мы получаем огромную базу учеников, которые бесконечно интересуются тем, как корректировать, но не понимают, как создавать. Давайте работать поэтапно. И сегодня, и вообще. Сначала вы копаетесь в суть техники, за счет чего она создается, как создаются эффекты на разных волосах. А потом у вас и не будет, наверное, вопросов, как корректировать. Вы и сами догадаетесь. А подобные видео или мастер-классы вам помогут. Корректировать очень легко. Приостановите погоню за коррекцией. Учитесь создавать для начала. Я думаю, вы поняли, что практически главное здесь — это разделение в конкретном методе. Именно разделение нас ускоряет. Мы делим зоны все на 4 части. Вертикальный и от уха до уха горизонтальный пробор. У нас получается 1, 2, 3, 4 зоны. Сначала мы, как всегда, работаем с затылочной. И здесь, внимание, я постараюсь все нарисовать в программе. И где-то здесь будут появляться разделения. Где-то на экране. Первое, что стоит учесть. Безусловно, краевую зону мы будем осветлять пряди по краевой зоне. Первая прядь у нас должна охватывать большую часть, либо всю краевую зону в идеале. Это значит, что первое соединение у нас должно быть либо от середины уха, либо от верхней части уха. Если волосы очень густые, это середина уха. Если волосы тонкие, можно отсюда. Суть в том, что вы отступаете пару сантиметров от середины краевой, нижней затылочной зоне, и соединяете середину уха, либо где-то выше, в зависимости от густоты волос. Первая прядь у нас выглядит вот так. Можно ее сделать немножко острее. То есть мы выделили первую прядь. В нижней зоне я вам не рекомендую брать густые пряди под осветление и не рекомендую брать густые пряди под пропуск. Иначе у вас будет слишком много темного. При каскадной стрижке это не работает.
У нас есть две пряди, которые пойдут под осветление. Раз и два. Теперь мы должны обеспечить пропуск. Еще раз повторюсь. Всегда, неоднократно я рекомендовал в своих видео нижние зоны насыщать блондом. Иначе при сильно каскадной стрижке, это когда вот разница от коротких, вот такие короткие, а длина идет там ниже лопаток. При сильной разнице, сильной градуировке, мало блонда вот в этой зоне, нижней средней затылочной зоне, либо много пропуска, что соразмерно тому же, приведут к пятнам и всяким полоскам. Поэтому подумайте об этом. Итак, у нас есть две пряди под осветление. Я их буду закалывать, чтобы всем было понятно. Блонд готов. Рекомендую здесь всегда создавать больше блонда. Итак, идем дальше. Следующая зона — это пропуск. Пропуск у нас будет вот таким. Мы выделяем вот этот угол посередине. С этой стороны. Я сейчас иду долгим путем, для того, чтобы было понятно. Но я думаю, вы догадаетесь, как этот путь сократить. Я беру еще один угол здесь посередине. Вот это первый пропуск. Раз прядь пропускается. Теперь отсюда. Вот от этой точки. Помните, мы изначально дугу выделяли? Я теперь ее соединяю вот под таким углом. То есть у меня должен остаться треугольник. Раз. Мы выделили посередине одну. Теперь под дугой. Раз прядь. И с этой стороны то же самое. Мы могли бы попробовать, это будет линия пропуска. Выровняем. Мы могли бы попробовать этот угол сделать острее. Но в нижних зонах лучше этого не делать. Если мы делаем угол острее, то пропуск получается гуще. Экономит время, но не особо чисто. Итак. А теперь идем по логике. Осветление, пропуск. Раз, два, три части мы пропустили. Сбоку, посередине и с этой стороны сбоку. Я думаю, теперь вы поняли, что мы делаем дальше. Все то же самое, только следующую мы осветляем. Раз, идет под осветление. Как бы здесь ничего не запутать. Два, идет под осветление. Вот она, линия, дуга, которая теперь вся идет под осветление, середина. Сбоку под осветление. Под осветление. Мы просто идем ровно так же. Сейчас на экране будет появляться. И вот у нас уже есть две зоны осветленные. Осветленная, пропуск, осветленная. Дальше, я думаю, вы опять догадались. Сейчас мы немножко ускоримся. Пропуск. Пропуск. И еще один пропуск. Осветление. Осветление. И еще одно осветление. В нижних и верхних зонах пропуск должен быть максимально тонким. Всю глубину лучше оставить в середине. И вот здесь у нас еще есть расстояние для пропуска. Мы возьмем, раз, пропуск, два. Вот здесь внимание. Лучше пропуск делать от вот этой линии разделения. Вот так. Не делайте пропуск с запасом, то есть вот отсюда. Потому что у вас останется тут темная полоса. Пропуск. И еще один.
И вот у нас последняя зона осталась под осветление. Здесь вы можете разделить на раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12 прядей здесь. Если бы волосы были тонкие, я надеюсь, что теперь вам более-менее понятно. Если бы волосы были тонкие, здесь была бы классика. 8 прядей. Волосы густые достаточно. Итак, у нас в затылочной зоне 13. Вы поняли метод. Одна интересная заметка. Лучше делать пропуски зигзагом. Вообще все делать зигзагом. Сильнее размытие, плавнее переходы. Учитывайте это. О минусах потом. Затылочная понятно. В нижней и верхней зоне минимальные по толщине пропуски. В нижней зоне большее количество блонда. Если мы говорим про пряди, которые идут под осветление. Височно-боковая зона. Раз прядь. Да, это вся прядь под осветление. И мы можем здесь делать даже контуринг. Вспомните внешний выдув. Это осветление. Вот это, вот такой треугольник, это пропуск. Повторюсь, если все разделения делать в зигзаге, пропуски будут намного мягче. Они будут просто вписываться в рельеф. Но в целом и так вполне, как говорится, съедобно. Раз прядь, осветление. Вот эта челка. И в целом на тонких волосах вот это вторая прядь под осветление, то есть половина теменной. В данном случае у нас будет здесь в теменной не 2 пряди, как обычно, а 3. Раз. Вторая будет между двумя теменными, то есть прям половина с этой части, половина с этой. И третья в этой части теменной. Чтобы вас не запутать. В теменной будет 3 пряди. Раз, два. Раз, теменная посередине и с этой стороны теменной. 3 пряди. И 1 прядь по височно-боковой. Вот здесь на зоне изгиба треугольником у нас будет пропуск. Это значит, теменная 3 пряди, височно-боковая по 1, это 5. 13 плюс 5 получается 18 прядей. И плюс зона челки в 1 прядь, 19. Таким нехитрым способом мы сделали хенд, сейчас сделаем в 19 прядей на густых волосах. Сколько блонда вы увидите? Все увидите. Про разделение, надеюсь, понятно. Первые пряди по краевой. Желательно делать около 3 сантиметров по толщине. Позже я расскажу, еще раз повторю, про выдув, нанесение. Все то, что было уже в моих других мастер-классах. Не хочу повторяться. Пока повторим первое разделение по краевой. С 2 сторон одинаково. Мы наносим продукт сначала на середину. Все то же самое, что я уже ранее рассказывал. Поднимаясь вверх, а растушевку делаем против роста волос. Когда вы работаете с тонкими прядями, я сейчас покажу, что у вас случается. У вас проваливается продукт. Проваливается от середины и ближе к прикорневой зоне. Как решать эту проблему? Сейчас покажу. Проваливается продукт на тонких прядях, либо тонких волосах. Что нужно сделать? Нужно просто взять прядь погуще. Подходите максимально близко к корням. Что делать вот с этими мелкими? Да возьмите их просто обратно, соедините и все. В конце концов, вы можете их просто взять, если хотите. У вас 2 варианта. Просто вот так подтереть и пусть сбоку болтаются. Как удобно. Они нам вообще никак не мешают. Если у вас продукт провалился вовнутрь, что вы с ним делаете? Вот у вас здесь комочками продукт. Вы берете, подкладываете планшет в зону, где он провалился. Мы всегда работаем планшетом. Берем пустую кисть. Приглаживаем планшет по пряди. Вот так.
То есть выравниваем продукт. А потом просто берем и на планшете выравниваем слой. Сначала выглаживаем количество продукта, а потом выравниваем слой. И тогда продукта, который провалился, просто нет. Не хочется сейчас заново опять все рассказывать. Что является в хенде самым важным? Про чистый выдув и чистое нанесение. Вы и так это все, надеюсь, знаете. Местами будут ускорения для того, чтобы не тянуть время. Бумага или фольга? На самом деле разницы вообще никакой нет. Что так, фон осветления будет один и тот же. Разница лишь в том, что фольга сильнее деформируется, и ее легче помять. А это значит, что разное количество продукта может быть. Вот ты примнешь фольгу, и там уже сдвинулся продукт. Фон осветления будет другим. А так, неважно. Для плотности лучше работать с клеймами, не перекрывая саму прядь. Иначе будут полосы. Надежненько. Теперь пропуск. С пропуском все проще. Сейчас вам напомню. Середина. Пропустили. Сбоку. Давайте прям вот так пропустим. Пропустили. И с этой стороны то же самое. А вот дальше, после этого пропуска, можно уже взять под осветление волосы чуть-чуть погуще. Середина. И выше. Линия пропуска готова. Теперь линия осветления. Линия осветления, с ней все то же самое. Для вашего удобства я вам рекомендую пропуски эти выделили, сразу в жгут и заколоть. Где-нибудь сбоку, чтобы все потом собрать там. Ну, для того, чтобы они вам просто не мешались. Тем более, если у вас еще будут прокрасы. Здесь то же самое. Вот первая прядь под осветление. Берем ее с середины. Первая прядь под осветление готова. Осталось ее поместить в две фаланги пальцев. Можете ее немножко сократить, делать более мелкой, то есть более узкой. Вторая здесь, вот она, под осветление. И третья здесь, под осветление. И потом опять пропуск, пропуск, пропуск. Осветление, осветление, осветление. Ну, все будет нарисовано. Вы помните, что в хенде нужно поместить прядь в две фаланги пальцев. И вот вам первый прием. Прочешите прядь от кожи до концов, не вытаскивая где-то расческу посередине. Прочесали, перехватили у корней, прочесали и вот так сузили у корней. Вот, именно у корней, без расстояния большого. Далее расческу. Вы сузили же прядь. Следующий этап. Расческу подкладываем там, где сузили. Прямо возле пальцев. Не здесь и не здесь. Вот. Следующий этап. Пальцы за расческой. И теперь в натяжении вы вычесываете прядь, вытягиваете. И оно у вас в первых двух фалангах. Пальцы друг на друге. Держите натяжение. Ставите фен. Чем дальше сопло от пряди, тем грязнее будет выдуваемость. И тем меньше будет, скажем так, агрессии, мощность выдуваемости. То есть чем выше, тем больше распыления. Ставите фен в корень и включаете его. Здесь натяжение не теряется, волосы вычесаны, каждая прядь на своем месте. Если вы расслабили прядь, то надо опять вычесывать, потому что там все слои собьются.
ставите фен и включаете. И мне сразу очевидно следующее. Вы видите, выдува практически никакого нет. Он минимальный. Потому что средняя зона, как я ранее неоднократно рассказывал, она меньше всего насыщена слоями. Значит, что мы делаем? Значит, мы будем сейчас держать хват ближе к корням, к концам. Иногда приходится хват держать прямо вот здесь. Вы сейчас увидите другой уровень выдуваемости. Расслаблять прядь нельзя. Расслабил, слои уже не на месте. И руками прочесывать нельзя. Нужно вычесать прям от кожи. Я вычесываю от кожи. Сужаю. И теперь смотрите, какой будет выдув. Натяжение. Ставим фен. Выдвигается слой. И я его подгоняю. Если вы будете дуть над ним или за ним, то у вас будут волны такие, будет спутанность, будет грязь. Вывели до середины. Подгоняете его. Сначала фен включается вот у кожи. Сопло вот под таким углом. Потом, я только заметил, у меня фен со скотчем. Welcome. Фен-путешественник. Он мне очень нравится, он со скотчем, он немного побит, но функционал рабочий. Под таким углом включаете, а потом подгоняете его уже вот под таким наклоном. Слой. Дошли до середины и развернули сопло, выбили все к черту. Дочистить можно просто пальцами. Вот это чистый выдув. Смотрите, сколько у нас выдулось. Почти 50%. Вы можете выдуть и 50%, то есть я мог еще чуть-чуть дальше держать, мог ближе, 30, 40, сколько хотите. Выдувайте столько, сколько вы хотите. А иногда ты говоришь, держите за концы. Вы мне такие говорите на мастер-классе, да, я держу за концы, и держите здесь. Вот у меня там ничего не выдулось, а так выдулось. Пока все те же движения. Про выдув я скажу позже, про чистый выдув. Давайте про нанесение. Вы видели, я выдувал в двух фалангах пальцев, держал прядь. Прядь в натяжении. Когда я начинаю, когда я перехожу к нанесению, я перехватываю прядь за концы, и у меня большой палец сверху. Если изначально я расширял прядь в двух фалангах, чтобы у меня был чистый выдув, то теперь я ее немного сужаю, чтобы у меня не было разделения, чтобы продукт не проваливался вовнутрь. И так удобнее держать. Когда я держу за концы, передо мной зона вся, прядь делится на 3 фактора. Середина на 3 зоны. Середина, корень и длина. Я вспоминаю, что нанесение начинается всегда с середины. Посередине начинаю наносить продукт, как мне удобно, под любым углом. Прядь при этом в натяжении. Левая рука держит прядь в натяжении, правая работает. Я пропитываю. Здесь можно все пропитывать. Вы же помните, что такое hand. Это тот же, по сути, балаяж, только выдутые слои позволяют нам работать с грязными базами, потому что их можно прокрашивать. В этом вся суть. И контролировать можно вплоть до 5% количества блонда. Итак, мы нанесли продукт на середину по росту. Теперь мы разворачиваем кисть. И параллельно делаем растушевку. То есть мы поднимаем продукт с середины на корни. Если у вас прям очень много обломанных у корней прядей, коротких, и они прям в клубок собираются, тогда против роста можете работать чуть выше. Но вам нужно расстояние, чтобы поднять и не переборщить с количеством продукта. Мы не наносим вот так, крест-накрест. Мы не наносим кистью вот так. Мы работаем параллельно, вот под таким углом. И поднимаем продукт не вот так, или как-то по-подобному. И все будет прекрасно. Если у вас продукт закончился, вы его докладываете на середину и поднимайте вверх, потому что перекладывать продукт нельзя. Если продукт провалится в корень, можно подтереть, мало ли там неудобно работать. Если продукт провалится в прикорневую зону, это плохо. Подтереть. Мне сейчас, допустим, неудобно работать углом. Я помню, что я всегда должен стоять напротив пряди. Но так как камера сейчас, вам надо все видеть, я стою сбоку, и из-за этого дистанция немного сбивается.
Середина, первое нанесение по росту, второе это против роста корень. Здесь то же самое. Снизу не надо прям под кожу наносить. С отступом в 5 сантиметров от изгиба, от залома можете работать спокойно. Если вы здесь нанесете прям под кожу, вот прям сюда, а потом положите прядь, то здесь все опечатается и испачкается. И вот третий этап, самый важный, это пропитка. Можете начинать прямо отсюда. Вы же помните, что прикорневая зона, у вас продукт сверху, продукт снизу с небольшим расстоянием, не полностью пропитана. А середина и концы у вас пропитаны. И как ее пропитать? Ну давайте повторимся. Планшет всегда в движении. Вот они самые кончики. Сюда я возьму 2%, потому что они и так очень осветленные. А здесь 8%. Это прикрытый способ. Он не такой опасный, как закрытый. И волосы будут в нормальном состоянии. Можете открыть. Видите, я вот открыл и посмотрел, у меня здесь вообще не пропитана прядь. Что делать? Доложить сюда продукт. И опять идем к концам. Всегда, когда вы работаете планшет движений, так пропитка намного лучше. Идем сюда. Здесь, мне кажется, я немного не пропитал. Видите? Не показалось. Что делать? Раскрываете прядь. Главное середину, прикорневую зону не раскрыть, а середину можно. Докладываем продукт. И пропитываем. Для того, чтобы была лучшая пропитка продукта, вы можете смешать спокойно 1 к 2. Никакой проблемы нет. Продукт провалился, подложили планшет, выровняли количество продукта и в бой. Ну вот, собственно, все же очень просто. Ну и в итоге можно концы немножечко домазать. Не лезть в прикорневую зону, если положили уже прядь. Все. Какое правило вам хочется сказать? Хочется сказать, что хочется напомнить. Закрываем мы сверху вниз. Чем гуще волосы, гуще прядь. Давайте так, не волосы, а прядь. Тем сложнее пропитка. И тут те, кто меня смотрит, те, кто у меня был, прекрасно вспоминают, знают, что мы можем наносить все руками. Это есть в других видео. Просто нанесение руками, все то же самое. Либо комбинировать. Середины и концы вы пропитываете руками, а прикорневую зону растушевываете кисточкой. Более удобно. Кистью легче положить нужное количество продукта. Все. Пропитка будет лучше. Я сейчас по бокам 2 пряди осветлю, а потом вернусь и расскажу еще раз про чистый выдув. Быстренько задача. Для погони за лучшим фоном осветления. Вспоминаем. Чем темнее волосы, и вообще чем гуще прядь, тем хуже фон осветления. Это значит, что мы какие решения должны предпринимать? Мы первое определяемся с продуктом. Продукт для закрытых техник всегда мощнее, чем продукт для открытых техник. Учитывайте это. Это первое. Второе. Это процент. 6, 9 или 12. Если вы боитесь чего-то и начинаете с 2-3 и не получаете фон, это значит, что в следующий раз в таком же случае надо начать с 6. А то и с 9, если волосы плотные и темные. Здесь продукт выдыхается. Он не так жесток и опасен, как продукт как режим работы в закрытом способе, когда ты полностью изолируешь тонкую прядь от воздуха. Запомните это. Первый продукт для закрытых техник. Процент. От 1 к 1,5 до 1 к 2 чаще всего мы используем, и этого достаточно. Почему я только что сказал про консистенцию? Потому что третье в лучшем фоне осветления это пропитка. Как пропитать в хенде? Прикорневая зона, продукт сверху, продукт снизу. Все остальное, середина и концы, полная пропитка. Визуально у вас везде продукт должен быть над прядью. Без горочки. Прядь не должна просвечиваться под продуктом. И вот это будет лучший фон осветления. Не бойтесь. По секрету. Чтобы научиться не убивать волосы, нужно их убить.
По-другому это не работает. Хочешь цвет? Поработай немножко со своей жестокостью. И научишься делать аккуратное осветление. То есть ты научишься волосы осветлять аккуратно. Так, чтобы они в итоге оставались целыми. И ты станешь мастером, у которого после первого осветления волосы будут в идеальном состоянии. Потому что ты умеешь осветлять. Ты умеешь работать с консистенцией, с процентами. Но чтобы таким стать, нужно быть немножко мясником. Понимаете? Иначе ты не поймешь, как это делается. Думаю, вообще по секрету. Для меня важнее цвет, нежели качество волос. Потому что если ты цвет не сделал, то потом его уже сложно сделать. Надо все затемнять, и это будет красиво. То есть если плохой фон, то есть 9 или 8-9, все будет смываться в желтый, это неносибельная история. Лучше топить до 10, подиспортить волосы, но потом их поддерживать за счет ухода в нормальном состоянии. А какой толк делать некрасивый цвет и зато красивое, хорошее качество волос? Естественных, без уходов. Это бессмысленно. Поэтому старайтесь минимизировать травмы. Я не говорю о том, что все, теперь надо гнаться за плохим качеством волос. Нет. Научитесь осветлять бережно. Даже на 6, 9 или 12%. За счет понимания режима все действительно там бережно. И при этом получайте лучшие цвета. Ищите баланс. Не надо гоняться только за качеством. Качество можно сделать за счет изначально минимальной агрессии. Да, 9,6% иногда может быть минимальной агрессией. Формула осветления видео вам поможет. Мы осветляем так, чтобы потом нам не было стыдно. Не бойтесь, пробуйте. На разных процентах работайте, все будет хорошо. Как я говорил ранее, лучше работать зигзагом. Выше я буду работать зигзагом, это просто импровизация. Я ей, как вы видите, миксую. Где-то бумага, где-то фольга. Видите, немного не уследил. Где-то бумага, где-то фольга. Импровизируйте, как вам удобно. Пропуск, пропуск и пропуск. Все. Изолирую. Здесь самый густой пропуск в середине, напоминаю. Теперь нанесение. Как мне здесь наносить? Можно попытаться в одну прядь здесь нанести посередине, но видите, она очень широкая. Что я сделаю? Да просто возьму. Вот с этой стороны будет одна прядь. И с этой стороны будет такая же прядь. Все. Мы немножко отходим от разделения. Учитесь импровизировать. Ну, давайте так. Раз прядь. Я сделаю сразу еще одну. Это будут 2 пряди под нанесение. Если бы волосы были тонкие, сами по себе, лучше бы работать с высоким и частым зигзагом. Помните, как его делать, рассказывал? Вот тогда будет отлично. Вот тогда вообще идеальное размытие будет. Вообще просто, пропусков вообще видно не будет. Практически. Ладно, эти вообще, это уже утрированно звучит. Осветление, осветление. Что делаем дальше? Дальше можно сделать вот так. Пропуск. Посередине пропуск. И здесь пропуск. И тут боковой пропуск. В общем, в итоге у вас остается вот такая после пропусков зона подковы. Такой кривоватый мой зигзаг. Ну, вы поняли. На практике сейчас будет лучше. Что с ней делать? Ну, во-первых, вот это немножко меня отвлекает. Что делать с зоной подковы? Раз прядь под осветление. Вот так. После пропуска всегда должно быть осветление, слой осветления. Раз.
2. И вот это 3. Все. Перпендикулярно относительно кожи головы. Вроде бы эту зону разобрали. Вроде бы все просто. И рисунки на всякий случай будут, и у меня в постах есть рисунки. Импровизируйте. Поймите суть. Краевое осветление, дальше пропуск, осветление, пропуск, осветление. Старайтесь, чтобы толщина пропуска в середине была максимальной. Снизу минимальный, сверху тоже минимальный. Минимальный пропуск, максимальный блонд. Это есть. Еще одна подсказка. Я еще очень много чего расскажу, мы даже не на середине еще. Работа с каскадной стрижкой. Самые, скажем так, дальновидные уже подумали, так, что делать с каскадной стрижкой, когда верхние очень короткие, нижние длинные. Единственное, что вы можете сделать, первое, по-любому зигзаг. Высокий часто используйте, он лучше всего все размоет. Второе, сокращайте количество пропусков. Не количество, а толщину пропусков. На 3-сантиметровую прядь под осветление должен быть 1 сантиметр пропуска. Никак иначе. Тогда это сработает. На 5-сантиметровую толщину осветления 2 сантиметра пропуска. Снизу больше блонда, сверху меньше. Понимаете? То есть 1/3, примерно 1/3 пусть осветляется, не более. Вот тогда это будет работать. Отлично. На каскад. Если мы говорим о вот такой каскадной стрижке, когда вся длина волос, она вот такая, как сейчас, а самые короткие, они вот такие, и сильная градуировка, там вам ничего не поможет. Лучше не использовать ничего с пропусками. Понятно, что сейчас уже интересные коррекции и прочее. Пока не время. Пока наносил, вспомнил, какую ошибку вы еще допускаете часто. Вы держите вот так планшет и стягиваете вот так продукт. Нет, прядь всегда в свободном падении. Максимально. Не заламывайте, не стягивайте продукт. Из 20 часов мастер-класса у нас не было ни одной платной рекламы, вообще никакой. Из 1000 постов за всю историю всех моих соцсетей не было ни одной платной рекламы. Из, наверное, сотен или десятков тысяч сторисов никогда не было ни одной платной рекламы. И мы доросли исключительно за счет своего таланта, эффективности до своих продуктов. И, наверное, наконец-то мы можем минуту уделить тому, что я расскажу. Что это осветляющий продукт, которым мы сейчас работаем. Мы, в принципе, работаем практически всегда последний год. У него есть 4 варианта окислителя. Это продукт, созданный мною, моей командой, и мы являемся техниками. Мы не создаем краситель. И вряд ли будем этим заниматься, потому что мы не соображаем в этом. Но осветляющий продукт мы знаем прекрасно. И знаем, как его сделать идеальным и универсальным. Уже сейчас запускается продажа в Европе. Так как он производится в Германии, там легче начать продавать, потому что сейчас вы знаете, какое время. Надеюсь, уже осенью старт продаж будет и в России, либо в начале зимы. Следите за новостями. Мы создаем лучшие планшеты в мире. Вы об этом знаете. Это не тот момент, когда ты говоришь, у нас все самое там лучшее в мире. Нет, мы сделали их трендом. У нас их масса вариантов и коллекций, очень разных под любой вкус. Они не ломаются, они под любую существующую технику, способ или метод. И вы их можете также приобрести на сайте hairsecta.com. И в этом году вышла книга «Руки и разум».
про наш быт парикмахерский. Потому что весь путь, который вы видите, он пройден с самого-самого начала, без всякой помощи. И это все есть в книге. Все начинается не с техник, не с крутых стрижек и окрашиваний. Все начинается с работы с собой, с мотивации, а потом с понимания работы с другими людьми. Весь наш быт в одной книге. Как все приобрести, есть на странице в Instagram и в других соцсетях. Либо просто hairsecta.com. Вот теперь продолжим. Зона подковы. Пропуск уже значительно тоньше. Раз, два и три. Здесь у нас уже 2 пряди. Раз, два. И вот остается последняя часть. Вот такой треугольник. Что с ним делать? Густоват. На самом деле очень густой, и выдув-то мы сделаем. Вот фон осветления может быть плохим. Этого меньше всего хочется в верхней зоне. Что мы можем сделать? Мы просто можем взять и разделить на 2 части. И все, готово. А давайте теперь посчитаем, сколько у нас будет прядей. А потом я вам расскажу о чистом выдуве. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9 и 10. 10 прядей. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да? В итоге получается 16 прядей. Мы можем даже, раз на то пошло, в челке сделать 2, а не 1. Ну, чтобы побольше глубины у корней оставить. За счет сокращения толщины. В общем, 16-17 прядей на густые волосы. Это густые волосы, вы видели? Это не средняя густота. Ну давайте вот сейчас наши друзья из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана ничего говорить не будут. Типа вы еще не видели густые волосы. По-нашему это достаточно густоватые волосы. По-вашему это средняя густота. Выдув. Поехали. Как наносить, я уже рассказывал и в этом видео, и в других вообще, со всех вообще ракурсов и сторон, как только можно. И как выдувать тоже рассказывал, всегда. Но давайте кое-что повторим. Первое правило, первый комплекс правил, самое важное и в AirTouch, и в хенде, везде. Везде, где участвует фен, как бы что ни называлось. Про сужение прядей, оттяжку, про 2 фаланги вы знаете. Да? 2 фаланги это когда прядь не вот так, пальцы точнее не вот так, пальцы друг на друге. 2 фаланги это вот раз, два, до зоны изгиба. Почему 2 фаланги? Потому что здесь уже натяжения нет. Так вот, прядь в 2 фалангах пальцев. Берем пропуск, мешается немножко. И первое правило. Оттяжка, отчес, то есть вычес пряди. Оттяжка, вычес пряди. И натяжение, и выдув, и нанесение все делается перпендикулярно относительно зоны, то есть кожи головы, относительно плоскости, в которой вы работаете. То есть если здесь перпендикулярно будет вот так, вот здесь вот так. Это значит, что чтобы держать под таким углом, нужно немножко наклонить. Прием, который в AirTouch используется и в хенде, покажу, как раз хотел записать видео на эту тему. Почему перпендикулярно? Давайте представим, что мы держим не перпендикулярно, а вот так, вниз. То есть прядь ниже. Причем в любой зоне. И в AirTouch, и в хенде одно и то же правило. В любой плоскости. Если ты держишь прядь ниже, фен ставишь сюда, то куда ты дуешь? Ты дуешь в фольгу. А теперь давайте тут же оттянем перпендикулярно. Ставишь фен в корень, дуешь прямо от кожи и не попадаешь в фольгу. Видно сопло? Видно вроде. А вот теперь мы опускаем угол. И ты дуешь уже в фольгу. Видите? Перпендикулярно, не в фольгу, не перпендикулярно, и ты попадаешь в фольгу.
Это полбеды. Также, если держать прядь не перпендикулярно, на примере тонкой пряди покажу. То ты попадаешь Ты выдуваешь не от корней. Вот так, перпендикулярно, ты не попадаешь в фольгу, и ты выдуваешь от корней. А теперь опусти. И у тебя уже расстояние от кожи. То есть ты дуешь вот сюда. И у тебя уже, видишь, расстояние. Прядь выдвигается с расстоянием. Если слоев очень много, либо прядь густая, то тебе придется раздирать ее, и тогда все будет нормально. А нам это зачем? Мы берем, оттягиваем перпендикулярно, мы прям от кожи можем выдувать. Наклонил, и у тебя уже расстояние от кожи. Поднял, ты выдуваешь прямо от кожи. Мы не боимся, что попадем в фольгу. И когда ты держишь прядь перпендикулярно, ты не дуешь в фольгу. Ты не попадаешь в предыдущую фольгу или бумагу. И ты видишь, сколько ты выдул. Мы же учимся вплоть до 5% рассчитывать свои ходы. Вот вам и суть перпендикулярности. А теперь как это влияет на выдув. Как обеспечить чистый выдув? Чем ближе ты держишь к концам, чем сильнее натяжение и тоньше прядь, тем лучше выдув. Чем гуще прядь, тем хуже выдув. И хват чем ближе к корням, тоже хуже выдув. Итак, вычесываем от кожи. Сокращаем в двух фалангах. Мы вычесываем прядь, каждый слой, все на своем месте. Каждая прядь, каждый волосок параллельно друг другу. Он вычесывается, и все на своем месте. Ты держишь здесь натяжение. Иногда мы на мастер-классе встречаемся с тем, что вот так все дрожит, не получается натяжение держать. Как с этим справиться? Ты просто берешь и вспоминаешь, как ты в школе дергала там подругу, или ты тянул за волосы. Извините. И вот так тянешь, и чувствуешь натяжение. То же самое нужно делать. У тебя вся концентрация силы не в пальцах, они у тебя не должны уставать и такие с бицухой уже быть, вот эти пальцы. Сила вся уходит вот сюда. Да и она и вообще не уходит. Ты просто держишь натяжение и все. Это же физика. В натяжении каждая прядь на своем месте. Не расслабляете прядь. Ставите фен в корень. Каждый волосок на своем месте. Расслабили прядь, перечесывайте от кожи до концов. Вот расслабили, все, перечесываем. Вот так руками нельзя. Надо именно от кожи перечесать. Перечесываем. Пальцы не сгинаются, пальцы друг на друге. Натяжение. Поставили фен в корень, близко к корням, без расстояния, и включили. Выдуваете, видите, слой идет. Вы его поддуваете. За ним не надо бежать. За слой не идете никогда. Вот он слой. Выдули до середины. Разверните сопло и избавьтесь от него. При этом натяжение не теряется. Вот это чистый выдув. Ничего раздирать не надо, оно само где надо лежит. Вычесали, сузили прядь, поставили, это все в корнях, сузили прядь в корнях, поставили расческу, пальцы сразу за ней, без расстояния, сразу за ней и вычесываете, все. Дальше только не потерять натяжение. Ну и про нанесение вы помните все по накатанной. Нижнюю закололи и наносим. Волос. Просто напомню, волосы должны быть чистые и вытянуты от корней, прямо от кожи. Если они вьются у кожи, так не подходят. Это тоже очень сильно влияет на выдуваемость. Может быть, даже посильнее, чем какие-то другие факторы, которые мы уже
обсудили. На какие волосы хенд не подходит? Хенд не подходит, когда у вас при корневой зоне есть темная полоса. Вот тогда вот этот хенд вы не сделаете. Хенд, вот мы про конкретный хенд говорим в 14 прядей. В 14, 15 до 20. Хенд не подходит, когда у вас сильная каскадная стрижка. Когда в прикорневой зоне у вас, то, что я показывал, короткий вот такой длины, а сама длина вот такая. И у вас вот это все градуировка. Хенд не подходит на очень сильную градуировку, разницу только что показывал. Но на каскадную стрижку в целом подходит. Итак, черная полоса где-то в прикорневой зоне. Сильная градуировка. Не для хенда, к сожалению, вот этого. Еще одно но. Лучше не делать при работе вообще с пропусками, не делать сильный контраст. То есть натуральная база 5 уровня, а длина 10. Можете ли вы сделать длину 10 с 5 или 4 окрашенного? Конечно можете, вы же умеете дочищать. Этого полно в моих других видео. Но как это будет смотреться с пропусками? Полосы будут выглядеть как полосы, а не как рельеф. Ведь пропуски это рельеф, при сильном контрасте это полосы, а не рельеф. Коррекция этого хенда. Давайте начнем с того, что корректировать что-то вообще с пропусками на самом деле очень просто. Во-первых, если это твоя же работа, ты знаешь, где какие разделения. Здесь достаточно все четко и понятно, и ты можешь попасть в те же разделения. Что тебе может усложнить попадание в те же разделения? Зигзаг. В зигзаг ты уже не попадешь. В любом случае, работал ты с зигзагом или без, логика одна и та же. Если ты видишь, что где-то осветленная база, допустим, осветленные концы, это твои отросшие концы, ты берешь туда другой процент. Если они белые, ты наносишь туда кондиционер, чтобы они просто прилипли и все, волосы к фольге либо бумаге, чтобы не болтались. Элементарно. Давайте представим, что у вас коррекция. Как будут волосы выглядеть при коррекции? База, ваш ранее сделанный блонд. Да примерно вот так и будет выглядеть. Что-то похожее, возможно, рельефа где-то больше. Если вы не попадете в те же разделения, элементарно. Как здесь работать? Вот конкретно здесь. Давайте начнем с самого банального, что мы все знаем. Мы попытаемся с вами взять сюда процент повыше, в прикорневую зону, потому что там база потемнее, а сюда пониже, потому что здесь база посветлее. И что мы получим? К сожалению, мы получим ту же грязь. Почему? Да потому что здесь тоже есть темные, вы же видите, вот он рельеф. Возьмите сюда процент пониже, и светлые станут светлее, темные станут тоже светлее, но они будут темнее, чем вот эти светлые. Элементарно. Тогда что делать? Вот у вас здесь коррекция. Кстати, база очень даже может быть похожей. Может быть, плавнее переход будет за счет того, что вы блонда меньше сделаете. Вы же знаете, да? Первое правило. Чем больше блонда, тем резче это отрастает. Чем меньше блонда, тем дольше и плавнее это отрастает. Что вы делаете? Вот в данном случае. Это ваша коррекция. Вот у вас и рельеф по длине, вот у вас и блонд, а вот отросшая часть. Вы берете, выдуваете. Выдули, дочистили. Что вы должны знать? Что то, что вы выдули, даже если это вы делали, вы по-любому должны закрашивать. То есть делать прокрасы. Вы помните, как мы красим слои, когда и как, миллион раз показывал. Вот миллион первый. Что вы делаете здесь? Если у вас концы чисто светлые, без рельефа, вот здесь самые кончики такие, вы туда наносите другой процент. А здесь вы, к сожалению, работаете одним и тем же процентом. Не спешите пугаться. Допустим, здесь я буду везде работать 8. Что случится плохого? Первое, осветленные, они станут и так светлее, еще светлее. Темные тоже станут блондом. Я думаю, что вот эти светлые превратятся в десятку, в такую пористую десятку. А все темное, то есть контраст между ними и корни, станут 9. И в итоге все будут тонировать 9. Если вы изначально не переборщили, опять же, непрофессиональное слово это, но другое что-то не приходит на ум, с агрессией, то подобная история, она не
испортит волосы настолько, что вам потом не с чем будет работать. Но стоит понимать, что дополнительная агрессия, она делает качество волос хуже и хуже и хуже. Но у вас здесь нет выбора. Ну давайте тогда эти полосы внутри возьмем сюда ниже проценты, эти полосы, то есть рельеф внутри, он останется оранжевым. А здесь будет девятка. А здесь десятка. Светлый станет десяткой, темный оранжевым или девятым, а здесь девятка, десятка. Ну зачем вам эта грязь? Да, мы идем во вред качеству, но не такой вред, что они отвалятся, если вы изначально делали аккуратное осветление. В конце концов, вы можете вовремя стянуть осветляющий продукт. Если полосы какие-то очевидные, там вы можете работать разными процентами. И все, никаких проблем. Мы так всегда корректировали все техники. И что, жили? Жили. Но для вашего успокоения хочется... На самом деле я мог эту информацию подать вообще другим путем. Ребята, не парьтесь, сюда выше процент, на самой кончике ниже, и все хорошо. И вы бы даже и не заметили. Я немножко нагоняю жути. Но на самом деле... 3-4 осветления таких, и тогда волосы вот таких, когда ты повторно осветляешь светлые. И тогда волосы действительно будут в плохом качестве. Но давайте представим, что у нас 3-4 осветления. Но при таком хенде, с какой периодичностью вы делаете коррекцию? Раз в месяц? Да нет. Раз в 8 месяцев, раз в год. Это год будет хорошо отрастать. За 3 года у вас... волосы, все заново отрастет. Вы просто все, что изначально делали блондом, вы в конце концов сострижете. Да дело в том, что здесь нечего бояться. Коррекция здесь не делается каждую неделю, 2-3, месяц, 2-3. Нет. В худшем случае для нас полгода. А так раз в год и все, не парьтесь. Коррекция – это элементарно. Работайте разными процентами, вовремя стягивайте продукт, либо смывайте, останавливайте агрессию. Я покажу еще один метод, который раньше не показывал, как остановить агрессию в процессе осветления. И все. Правильно подбирайте процент. Изначально понимаете, что это прикрытый режим. Между фольгой или между бумагой гуляет продукт. Все хорошо. Можно и дочищать, можно и останавливать. Нечего бояться. Коррекция – это элементарно. 8%. Натуральная база, кстати, в данном случае будет осветляться ровно так же, как и пигментированная здесь, несмотря на то, что пигментированная на 2 тона светлее. На одном и том же проценте. Я не вижу ни в чем проблемы. Ну, светлые станут чистой десяткой. Так это же еще лучше. Идеально. Проблем никаких нет. И теперь вы знаете, как делать коррекция. Челка. Убираем челку. Как выделять челку? Все, помните, рассказывал. Мы здесь можем взять аж середину лобной впадины. Вот вам вся височно-боковая. По краевой никакие зигзаги лучше не делать. При такой толщине пряди можно сделать нужное количество блонда, любое. Хочу вам лишь напомнить, это идет под осветление, что вы можете сделать внешний выдув. Небольшая, так как у вас здесь всегда короткие, а здесь длинные, вы можете и оттянуть немножко прядь сюда, и развернуть пальцы, чтобы у вас не вываливались короткие. Но если они выдуваются, вы помните, что мы их подхватываем, перехватываем на их длину и еще раз выдуваем. Было много раз. Натяжение. Выдув во внешнюю сторону и разворачиваем сопло. Итак, вот у нас весь выдув. Мы выдули процентов 20, наверное, от всей пряди. И это значит, что здесь достаточно много блонда будет. Зачем делается
поплотнее заколоть. Зачем делается выдув во внешнюю сторону? Да потому что мы так можем подобраться здесь прям вот сюда. Можно сейчас балаяжить, подходя прям к коже. И вот вам контуринг. То же самое мы можем сделать и с челкой, с первой прядью, и с краевой, нижней затылочной зоне, выдувая вверх. Следующую прядь, во-первых, здесь будет пропуск. Но даже если бы не было пропуска, мы просто выдували вниз. У некоторых мастеров вопрос. Нет ли здесь какой-то темной полосы из-за того, что вот типа здесь выдув вверх, а здесь выдув вниз? Конечно, нет. Эти волосы, они становятся в прядь, в слой. Конечно, здесь никакой полосы не будет. Мы их просто сдвинули из этой пряди, они вернутся в эту же прядь. Здесь, кстати, вот мы видим очевидную полосу, темный, светлый, и сюда возьмем процент пониже. Оттяжка перпендикулярна. Кисть должна желательно быть максимально чистой. Здесь получился треугольник. Раз, угол 2 и 3. Мы со всех сторон должны его обесцветить. Если мы завалили угол, просим клиента немножко отвернуть от нас голову. Здесь прям кожа, нет смысла подходить и не сможете. Подходим с этой стороны максимально близко к коже. Можете про это не забыть. Не теряем натяжение. Видите, постоянно, если вот так менять прядь, здесь она заламывается. Поэтому постарайтесь ее снизу подтягивать. И вообще не менять угол. Но проблем нет, внутри все равно должна остаться глубина. Вот в этой зоне мы пропитываем. Заходя на осветленный, конечно же. По-другому вы и не сделаете. Концы. Планшет всегда в движении. Кисти планшет вы вот так перекидываете. Вы проглаживаете прядь. Вот так будет пропитка идеальная. Вот таким образом. Раскрываете по бокам. И в движении, перекидывая прядь через кисть. Кладете фольгу. Здесь все вернется на место и будет размытие. И еще один трюк. Вот эти короткие вы можете просто взять кисть поменьше, если есть под рукой, и просто пробалаяжить. Височно-боковая, пропуск, где-то вот в зоне лобной впадины, минимальным зигзагом. Идем далее. Здесь можно справиться во всей теменной и в 3 пряди. Вот она раз. Это половина. Берем с этой стороны еще половину. Вот она 2. И вот она 3. Мы видим, что с левой стороны, левая сторона у нас погуще, чем правая. Такое очень часто бывает, вполне естественно. Ну и в целом, моя рекомендация. В теменной зоне лучше не брать толщину пряди гуще 3-4 сантиметров. Чем гуще прядь, тем хуже фон осветления и меньше глубины в прикорневой зоне. Может быть очень темновато. Стоит учесть еще следующее.
наверное, это даже важнее немножко. Мы должны здесь сделать такой же эффект, такое же количество блонда и такую же толщину пряди, как вот здесь, то есть в зоне подковы. Если мы возьмем здесь прядь гуще, то будет хуже фон осветления и больше глубины в прикорневой зоне, то есть прикорневая зона будет темнее, то есть затылочная будет светлее. Поэтому не жалейте пряди на теменную. Либо сделайте столько же, либо даже чуть-чуть тоньше. Лучше столько же, сколько же в зоне подковы. Тогда все будет отлично. Также еще один момент. Это пробор. То есть мы по теменной уже поняли. Смотрим, адаптируем, делаем в теменной зоне, просто вот так легкой диагональю к лицу. Делаем в теменной зоне до середины такую же толщину пряди и количество блонда, что и в зоне подковы. Что делать с пробором? Ну, если я возьму здесь толщину пряди 3 сантиметра в теменной зоне и везде сделаю одинаковое количество блонда, то даже если пробор меняется, мы не получим следующую историю. У нас не получится так, что куда-то перекинут волосы, где-то будет очень темно, а где-то светло. Но если мы возьмем толщину пряди 5 сантиметров и оставим внутри много глубины, чем гуще прядь, тем вот эта зона менее насыщена блондом. Вы можете сделать блонд от кожи, но она будет менее насыщена. Так вот, чем она менее насыщена, тем более опасно перекидывать проборы. Тогда она может перекинуть волосы так, что с одной стороны будет темно, а с другой светло. Ну, либо наоборот. Поэтому, если пробор меняется, лучше не рисковать и брать 3-4 сантиметра толщину пряди и делать хотя бы там 50-60% блонда. Как не перекинет, все будет хорошо. Если пробор всегда статичный на одном месте, то идете просто до пробора и сколько хотите делайте блонда. Вообще безопасно. Идем по накатанной. Дойдем до челки, добавлю еще информации. Давайте всех объединим. Всех, кто будет использовать этот метод. У нас уже есть хэштег HandTouch. А давайте посмотрим, как будут ваши работы выглядеть в конкретно этом методе. Все ставим хэштег HandTouch14. Интересно, у кого что получилось. На экране сейчас появится, как правильно это пишется. Я сделал в теменной уже одну прядь. И у меня здесь еще раз, два, три. Еще три, всего 4. Если у вас пробор где-то мечется в середине, вы можете еще здесь сделать пропуск, чтобы сэкономить время. Ну и добавить глубины. Почему именно сэкономить? Добавить глубины. Экономия это плохо. Учитесь сначала супер качество, а потом сокращать. Вот. Если пробор меняется где-то вот прям вот так, либо он здесь, либо здесь, лучше вообще не пропускать в теменной. Там, куда может попасть пробор, лучше не пропускать, будет полоса. Лучше уже во всей теменной тогда отрабатывать без пропуска. На челке. Ее можно и в одну прядь уместить. Если вы хотите сделать более очевидный контур, давайте в 2. Раз. Первую прядь потоньше, вторую можно погуще. Давайте ее сделаем вот такой. Я думаю, что вы уже догадались. Количество блонда в ней должно быть больше, чем в теменной. А в теменной должно быть столько же, сколько в зоне подковы. Первую прядь мы выдуем во внешнюю сторону, то есть от лица, а вторую вниз.
Я думаю, вы помните, зачем мы это все делаем. Первая прядь во внешнюю сторону. Ну, я думаю, я такой очевидный контуринг делать все-таки здесь не буду. Слишком большой дисбаланс будет. Здесь будет слишком очерченная челка. Не для этого случая. Выдую процентов 30. Вот так намного лучше. И буду работать вот с тонкой прядью, которая у меня осталась. Хотите, можете сделать эйр здесь для очерченной линии. Ну, в целом, как вам удобно. И поехали. Перпендикулярный выдув был. Все то же самое. Здесь уже отступ от корней должен быть абсолютно самым минимальным из возможных вариантов. Перпендикулярно подходите к лицу как можно ближе. С той стороны то же самое. Растушевываете. Здесь отступ лучше большой не делать. Где же все мои прямые зажимы, которые мне позволят подойти близко к корням. Желательно, чтобы все было под рукой. Подходим близко к корням с этой стороны, насколько это возможно. Пропитываем. Все пропитываем. Максимальная пропитка и теперь длина. Берем сюда процент чуть ниже. И вот вам первая прядь, вторая по классике, как обычно и делали, вниз. Ой-ой-ой. Все в порядке. Подкладываем бумагу либо фольгу, что удобно, прям к коже снизу, и закрываем. То же самое и со второй. Готово. Мы нанесли все. Как делать прокрасы? Мы здесь будем делать прокрасы. Как делать растяжку? Все варианты растяжек. Быстрая, короткая и прочее. Все это есть у меня. Мы не будем сейчас тратить время на это. Увидите в ускоренном режиме. В описании под этим видео будут ссылки на мастер-классы, где будет и прокрасы, и все варианты растяжек. Ну, чтобы вам было удобно ориентироваться и вы могли все посмотреть. Здесь мы просто это не будем показывать. Есть целые мастер-классы. И так, я думаю, вот это видео получилось большим. Что, зачем делается, все рассказывал. Тут еще есть о чем сказать, еще и результат. И кое-чем хотелось бы закрепить знания, прежде чем мы перейдем к кульминации. Смотрите, вы закончили все зоны, а вам нужно донанести концы, дочистить. Смешайте 3 или 6%, 1 к 2. И просто попрядно берете вот так и открываете фольгу. Если надо донанести, то просто донаносите. Все, дополнительный продукт. То же самое вы можете сделать, когда и наоборот. Пальчик белый. Когда и наоборот. Когда концы уже осветлились, и вам нужно замедлить, либо почти остановить реакцию. Что вы делаете? Вы берете, открываете бумагу или фольгу и пустой чистой кистью стягиваете продукт. Да либо просто пальцами стягиваете продукт. Вы так можете и остановить реакцию, и ускорить. Как хотите. Никуда просто не надо спешить, у вас все в руках. Элементарно. Не отключайтесь.
Это очередное полезное видео. Сделали ли мы действительно, вот без преувеличения, обучение доступным? Да, за счет примера. Когда начали делать тот большой эфир, который до сих пор никто не перебил, да и не перебьет, это ведь невыгодно, это ведь бесплатно, это ведь огромный труд, опыт, труд. Это все является примером. Мы смогли сломать ту историю, когда что не мастер-класс, он заканчивался, он, во-первых, длился очень мало, а во-вторых, заканчивался тем, что приходи на мой живой, заплати денег, и я тебе все расскажу. По большому счету, мы просто предугадали следующее. В этих онлайн-мастер-классах бесплатных мы рассказываем абсолютно все. Но не каждый может учиться. У кого-то личная симпатия. И, в общем, вы в итоге приходите на офлайн обучение к нам. Я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Мы рассказываем абсолютно все как есть. Вообще ничего не прячем. Но мы не знали о том, что это работает в плюс не только в плане пиара, но и в плане того, что вы приходите на наши мастер-классы, вы нам платите деньги, и мы за счет этих денег развиваемся. И вас благодарим подобным форматом. Вас и тех, кто не может себе этого позволить. Мы раньше этого не знали. И та мысль, которая с нами была изначально, она до сих пор нас жарче всего подпитывает. Я знаю, что мысль следующая. Я знаю, что этот мастер-класс и все 20 часов супер полезной информации делают индустрию лучше, создают конкуренцию. Конечно, это все со временем размоется. Кто же тогда сделал, кто же такой молодец? Но это случилось. И конкуренция приводит к тому, что индустрия растет. Это же круто, это офигенно. Немножко о бесплатном образовании. Раньше я говорил о том, что оно не ценится, но я был неправ немножко в формулировках. По большому счету, и вы в этом не виноваты, мы так устроены. Когда человек платит, он берет больше. Неважно, о чем речь, когда он платит. Не заплатив ничего, кто-то действительно в меньшей части возьмет максимум из того, что мы делаем. А в большей части для вас это не будет так ценно. И вы в этом не виноваты. Из 1,5 часов, 1:30 моего мастер-класса, в среднем вы смотрите 17 минут. Обидненько, но вы в этом не виноваты. Я надеюсь, что те 17 минут, которые вы посвятили мастер-классу в перемотке и вообще в целом, надеюсь, что это все действительно полезно. Мы могли на этом мастер-классе очень много заработать. Мы сейчас создаем огромные проекты, и нам очень нужны были деньги. Но я не жалею ни о чем, потому что я знаю, что это останется в истории, я надеюсь. Я знаю, что вы вернете сполна своей благодарностью, посещением мастер-классов. Да просто, когда вы нас где-то ловите в аэропорте и делаете селфи, это же офигенно, чувствовать себя нужным, востребованным. Деньги на втором плане. Просто делайте свою работу хорошо. И сколько надо, денег придет. Я, наверное, все сказал, все, что хотел сказать. Берите максимум от того, что можно. Результат. Пока.